Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Вот, не смотрите на мои волосы, потому что я немножко посидела, в общем, постарела, ну, года идут, и ничего ты с этим не сделаешь, вот. Мало того, у нас еще все закрыто, вот уже больше месяца, Бахрейн у нас опять на локдауне, как и везде сейчас стало. Но никуда ты от этого не денешься. Все салоны закрыты, магазины закрыты, у нас все закрыто. Имеется в виду только супермаркеты открыты, там аптеки и салон для собак открытый, вот, а для нас закрыто, короче. Ну вот, в общем, я пока дома, ничего никуда не хожу, поэтому я, значит, волосы не красила. Ладно. Вот, что сегодня я вам хотела показать. Думаю, все время заливки, заливки. Давайте сегодня попробую вам показать, как рисуют вот на таких бокалах. Обычные бокалы, может, у кого есть кружки для, значит, чая. Ну, кто на чем, в общем. На тарелочках можно рисовать. У меня есть в Инстаграме, я очень много ставила и рисовала. На Ютубе нету, конечно, я там только фотографии ставила. Сейчас я вам покажу. Ну, примерно, самое легкое можно, вот я вам покажу сегодня. Это я вот рисовала здесь уже в Бахрейне. Вот такие рисовала. Ну вот, интересно получается. Знаете, Сейчас я покажу вам, какие краски нам нужны. Вот видите, как красиво. Ну, я тут уже давно что-то позабыла про это. И вот сегодня я решила, думаю, давайте-ка я вам покажу. Вот видите, как красиво. Вот, снутри. Это, конечно, детский сад. Я не мастер рисования, и на ютубе есть очень-очень много каналов, особенно у нас вот есть Динара рисует, потом там еще девочки с Украины, там девочка есть очень красиво рисует, я не помню, как ее канал называется. Вот, но больше всего, конечно, мне нравится канал Динара, Юнусова или Юсупова, я не помню, тоже, если что, потом я найду и скину ссылку. Вот, посмотрите, очень красиво она рисует. Вот, что нам нужно будет для сегодняшней работы? Нам нужны будут вот такие бокалы, любые, какие у вас есть, просто обычно прозрачные, как бы, да. Вот, нам нужны будут контуры. Вот, есть контуры Дикола, у меня контуры разные. Сейчас я спущу вот так вниз, да, и буду вам уже показывать заново. Так, ну вот примерно вот так как-то, да. Смотрите, что нам нужно. Нужны кисточки, нужны вот такие контуры, значит, разные. Вот у меня много у меня разных, да. Кисточки у меня тоже очень много разных. Сейчас я вам покажу, сколько у меня их видов. Вот, сейчас, вот смотрите, видите, я отделила специально. Это у меня все мелкие, вот такие тонкие кисточки, вот. Дальше нужны контуры, нужен спирт. Самое главное, с чего мы начинаем сейчас. Нам нужен спирт или нам нужен ацетон. Вот такой. Любой ацетон или любой спирт. 40 градусов, 40% или... Ну, 40 градусов, в общем. Короче. Вот. Что еще? Ну, у меня, значит, вот такие карандаши я брала. Это вот тоже можно рисовать по стеклу карандаши. Ну, есть карандаши, которые белые, просто холст. А есть, которые по стеклу можно. Вот видите, разные они у меня есть, черные и разные. Вот. Дальше вот такие контуры еще у меня есть. Это жемчужные называются контуры. В общем, можно рисовать маркерами. Вот есть такие маркеры у меня. Они тоже красиво рисуют. Вот такие вот у меня разные. Видите, это витрал. Написано витрал. 160, при 160 градусов, значит, запекается. И краски остаются на стекле. Тоже легко рисовать ими. Вот, они очень интересные. Дальше. Что еще надо, чтобы не затягивать? У меня вот такие краски вот. Видите, вот такого. Вот такие вот краски. Есть прозрачные. Вот написано желтая прозрачная. Здесь, например, классическая зеленая. Ну, вот такого типа, да. Еще в России есть Дикола. Я вот там брала в Дикола. В Армении я купила Дикола. Это, значит, по стеклу и керамике.
Видите, классическая по стеклу и керамике. Есть разбавители специально для деколы. Очень много, очень много я там видела разные цвета и разные. Вот видите, у меня много. Я и купила варниш такой же. Ну, в общем, можете приобрести, короче, по стеклу и керамике краски. По стеклу и керамике называются вот эти краски. Нужны такие. Потому что если они будут обычные акриловые, тоже можно рисовать. Но это только для декорации. Если вы не будете использовать, то можно рисовать и вот такими красками по стеклу, ну, как бы акриловыми. Я пробовала и акриловыми, и так, в общем. Вот. Ну что, с чего мы начинаем? Чтобы не затягивать. Да, нам нужна вода, нам нужны ушочистки. Вот такие. Я не знаю, вам хорошо там видно или нет. Или чуть-чуть приподниму вот так, что ли, чтобы удобно было. Вот. Значит, дальше. Нам нужны ушочистки. Вот такие вот. Нам нужны диски. Может быть, ну, если есть или вата, или диски. Вот я взяла диски вот такие. Это если вдруг мы ошиблись, значит, там можно притереть обратно все. Вот. Ну, все. И дальше начинаем с того, что мы сначала, значит, вытираем стакан или кружку, или что там у вас есть, спиртом. Сори. Вот, мы должны хорошо вытереть вот так стакан, протираем его, чтобы он не оставил, ну, как бы жирные, чтобы пятна не было. Потому что руки у нас все равно, если не в перчатках, они же жирные. И если будет стакан жирный, как бы останутся пятна, то тогда они просто не будут, ну, как бы не будет держаться краска хорошо. Вот, первое, что мы делаем, это мы, значит, вытираем бокал. Вот, я и этот вытеру, и этот сразу. Вот, я покажу, конечно, я не мастер рисования, вы же знаете сами, я уже и говорить не буду, потому что все знают, что я не художник. Вот, но я все равно что-то, ну, интересное, можно же иногда время провести, а то, если только на заливках, иногда не хочется что-то там с заливками, можно вот так сел вечерочком, да, и что-нибудь интересное сделал. Так, ну вот, что мы сегодня с вами делаем? Значит, я начинаю сейчас показывать вам. Сейчас отделю вот это все. Давайте попробуем сделать, ну вот самый легкий вариант вот такой вот. Это мне кажется, самый легкий вариант. Это каждый может это сделать. Ну и этот несложный прям. Вот. Ну вот это вот немножко, конечно, по-другому тут надо делать. Поэтому у меня там еще есть, я вам потом еще покажу. Или же я сделаю видео и покажу все работы, которые я пробовала. Вот. Ну давайте попробуем сначала вот такого что-то типа. Ну там что-нибудь сделаем. Вот. Мы берем, значит... Вот вы представляете, я первый раз записываю такое видео, да? И мне немножко, конечно, сложновато, потому что это же не заливки, да? Вот, мы берем зеленые цвета. Сейчас посмотрим. Вот у меня есть декола. Есть вот порцелановская вот такая. Это у меня что, ПДО. Вот разные, 3 вида разных. В общем, сейчас посмотрим, какой цвет. И можно вот этой вот штукенцией, значит. Немножко вот так сейчас поставлю. Так, обязательно мы должны иметь у себя вот такой вот диск ватный, чтобы, когда вы рисуете, потом обязательно нужно носик протирать. Сейчас вот я посмотрю, какой из них. Темный, светлый. Ну вот, вроде... Вот этот ничего, темный. Тоже красивый. Можно вот этим сделать. Так, это у меня чуть посветлее. Можно делать и светлыми, и темными. Они бывают разные. Есть жидкие, есть более жидкие. Вот, например, вот эти вот, они очень-очень жидкие. Это немецкие. Они более, так, знаете, вот прям течет вот она, как бы. Мне не очень нравится. Вот эти ПДовские больше всего мне нравятся. Ну вот, еще и декола у нас хорошая. Контуры декола. Ну вот, мы берем вот так, значит... Вам видно, да, надеюсь? Мы просто сейчас будем проводить вот такие полосочки. Можно длиннее, можно покороче немножко.
По-разному. В общем, проводим полоски. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, она уже пошла не так. Ого-го. Вот, если что-то не так, вы можете просто вот удалили и все. Вот она мне не... Видите, она уже давно стоит, наверное, уже не хорошо работает. Поэтому... Так, ладно. Мы сейчас попробуем. Угу. Вот, видите, как получается. Так, дальше. Вот можно здесь, например, провести еще одну вот так. В общем, делаем вот такие какие-нибудь. Если что-то не получилось так, как надо, вы можете просто удалить и все. Просто вытерли, протерли, вытерли, протерли. Вот мне не нравится уже, видите, здесь вот вообще не нравится мне, конечно. Ну, что ты сделаешь? Я потому что на камеру сейчас тороплюсь. Так, сейчас, подождите. Так, ну вот я здесь вот немножко протерла. Значит, вот смотрите, я уже не буду торопиться, а буду показывать так. Вот. Вот так вот мы сделали, значит, полосочки. Дальше. Дальше. Что мы делаем дальше? Давайте другим цветом каким-нибудь. Ну, давайте вот этой деколой немножко сейчас посмотрим, что у меня здесь. Так. Вот, немножко декола жидковатая, чем это. Но все равно. Чуть подлиннее, чуть покороче. Старайтесь только оставлять вот эту часть, чтобы она была как бы... ну, потому что там все-таки пить будут люди, и чтобы она не совсем была до конца. Вот. Надо вот так вот, чтобы до середины была, видите? Так, ну вот разного цвета мы сделали. Темные, светлые. Вот, смотрите вот так вот внутрь. Там, если что-то где-то надо подправить, можете подправить. Вот здесь вот опять не так. Ладно. Здесь опять не так. Чуть-чуть у меня. Ну, что ты сделаешь? Вот так легко можно удалить. Вот. Так, ну вот пусть она будет короткая, ладно. Дальше, что мы делаем дальше? Теперь мы это нарисовали, да? Вот здесь вот можно еще вот так проделать. Я хочу вот разными немножко цветами, но у меня их нету. Разных цветов. У меня только только эти темные цвета. Ладно, давайте вот так еще. Вот можно здесь немножко вот так вот провести, предположим. Вот примерно вот так.
Я аж дыхание так затаила. Надо все время протирать, потому что... Где-то длиннее, где-то короче. 15 минут только нарисовали вот это вот. В общем, вот так нарисовали вот это вот. А теперь берем, смотрите, желтый, значит, контур, чтобы я уже долго, я там сейчас, наверное, отключу, скорее всего, чтобы многое вам не показывать тут, и уже сама буду делать. А потом уже готовый результат. Смотрите, мы берем желтый контур и просто ставим точечки. Вот, смотрите. Просто нажимаем, получается точка. Это у нас цветы, как называются? Уже забыла. Вот видите, просто точечки ставим. Вот так получается. Я записываю. Сейчас записываю. Сейчас я встану. Так, ну, в общем, примерно вы поняли, да? Вот так вот мы делаем точечки. У меня, правда, не хорошая она. Видите, она у меня очень густая. Вот это стала. Сейчас я найду еще одну какую-нибудь. Вот. И вот так делаем весь стакан. Сейчас я вас отключаю немножко, дальше доделаю и вам уже дальше буду показывать. Так, ну вот я сейчас уже почти закончила вот это вот делать, да, желтенькие пятнышки. Вот еще близко сейчас покажу, я не знаю, вам будет видно, нет, как мы это делаем. Вот, я смазала здесь, но это ничего страшного. Так, смотрите, вот, мы просто берем, вот, значит, ставим точечку вот так, предположим, да, и вот так вот сбоку. Вот вы можете делать это, когда вам, как говорится, скучно. Вот мне так скучно, я не знаю, чем заняться. И вот дома сидя можно вот такую вот интересную штуку сделать, видите? Вот. Вот такие вот пироги называются. Люди уже не знают, чем заняться. Вот мы сидим от скуки, уже не знаем, что делать. Вот я сижу, уже скучаю очень без работы, и вообще у нас все закрыто. Так, ну вот, примерно я вам показала. Вот, вы можете посмотреть снутри. Вот если вам что-то там надо где-то добавить еще по ряду, то добавляете легко и просто. Это вот контуры. Это работа с контурами. Вот. Видите? Дальше, вот здесь вот сейчас я еще могу добавить вот такие же, видите, вот ромашечки там. Вот видите, снизу. Вот я делала. Можно добавить ромашки, можно листики просто какие-то сделать. Сейчас я уберу это. Просто, видите, время много идет, и, конечно, не хочется, чтобы очень долгое видео было, но не получается. Ну, давайте сделаем, ну, например, не ромашку, а что-то, какой-нибудь другой цветочек, предположим. Вот, еще и нет. Давайте, не получится, короче. Это и белого контура у меня нету, не знаю, где он, в общем. Ладно, это пока я отложу, сейчас немножко подсохнет. Вот здесь вот, сейчас я подожду, подсохнет, и я уже дальше буду делать другой. А вам покажу сейчас другой еще рисунок. Так, ну это я решила, думаю, может быть, я, значит, протяну на часть 2. Потому что так 20 минут, а чтобы вам долго не смотреть, и уже в части 2 вы можете посмотреть. Вот,
я закончила, но здесь вот сейчас она немножко просохнет, потом я уже дальше начну делать, потому что, ну, если сейчас буду трогать, то, значит, вот этим могу размазать, поэтому я не буду ее трогать. В принципе, принцип вам понятный, легко и просто. Вот, полоски провели и вот так вот можно сделать, видите? Вот, я еще здесь нарисовала такую же вот. То же самое. В общем, в принципе, я вам показала. В части 2 сейчас, ну, я вот это вот, сейчас я вам покажу, как вот я рисовала вот это вот этот бокал. Если кто захочет сразу посмотреть там, можете сразу в части 2 смотреть. Я сейчас это буду рисовать. Все, пока не прощаюсь. Вот, сейчас это просохнет, потом дальше будем делать. Вот, часть 2, дорогие, смотрите часть 2.